Добрый день, 28 мая, час дня сейчас, погода мерзкая, целый день идет дождь, сейчас такой просвет небольшой, я решился прорваться в него, пока ливень не пошел. У нас сегодня тафель, поэтому мне нужно сделать марш-бросок туда 5 километров почти и не промокнуть. Ну, я одел непромокашки андерарморовские, шорты, мизуновские кроссы одел на Гортексе. Вот эту новую свою ветровку с DVR тоже. Рюкзачок там сзади у меня с тележкой сложенной. Короче, по походному. Такие дела. Иду сейчас, думаю, по поводу вчерашнего моего визита в джоб-центр, разговора там. И пришла мне в голову такая идея. После вот этих моих 5-недельных курсов, которые сейчас у меня первый шаг, попроситься у нее отучиться на права. Я не помню, упоминала я во вчерашнем видео или нет. То есть за это был разговор с ней. И там в контексте того, что если я не пройду собеседование при поступлении на эту учебу, то это может стать поводом для того, чтобы дать мне B2. Вот. И я такой что-то заинтересовался сейчас этим. Вчера я посмотрел бегло вечером брошюры, которые она мне дала, и почитал там немножко про эти курсы. И думаю, это очень интересный вариант. Значит, что там интересного для меня? Первое, это вот эта опция. То есть я иду, допустим, на собеседование туда по поводу этих прав. Они со мной общаются на немецком. Я там что-то жестко туплю, не могу разговаривать нормально. Ну и они мне как бы отказывают. Отправляют назад с формулировкой недостаточно знаний языка, допустим. Соответственно, что? Я прихожу к ней и говорю: вы знаете, хочу учить язык, все дела. Давайте мне направление на курсы B2. Первая опция. А вторая опция, это если я все-таки пройду это собеседование. Во-первых, кажется, что я знаю немецкий, да, значит, все-таки лучше, чем я о себе думаю. Это уже мне интересно проверить, а насколько же хорошо его знаю, типа в стрессовой ситуации, что я буду делать. И второй момент, что я смогу закрыть гештальт свой с вождением, если вдруг получится пройти это все собеседование и так далее. То есть у меня так всю жизнь складывается ситуация с вождением автомобиля, что я в молодости получил права, рано очень, ну в 11 классе или в 10, не знаю, ветрено сейчас, слышно что-то, нет? В общем, получил права, а толком не ездил. У меня у отца права появились лет в 40 и первые машины, поэтому как-то и, видимо, это наследственно, то есть у него не было никакого желания водить, он не стремился к покупке машины, там все такое, и я также точно. В общем, ну, тачка была у бати, но я к ней особо интереса никогда не проявлял, и там, когда вот в школе в последних классах я учился на права, соответственно, я катался на машине, он тогда нормально пил, и, в общем, было не проблема мне взять тачку и поездить, там, даже если бы он мне не разрешал. Вот, что-то там катался, там каким-то девочкам ездил, в общем, такое, ну, чисто так. Но кайфа от этого особо не имел, насколько я помню, поэтому продолжать потом и не стал это движение с машинами, в общем. И потом уже, когда женился я покупал один раз машину, Москвич, помню, оранжевого цвета, апельсин, для того, что я устроился на работу, на которой, ну, типа, региональным менеджером я должен был быть, и там необходимо было ездить. Я, как бы, типа, восстанавливал свои навыки вождения на тот момент. Ну, и только я начал, значит, кататься на этом апельсинчике, как по работе там что-то поменялось, то ли машину эту кому-то другому хотели отдать, которая рабочая была, то ли, ну, какому-то там, в общем, другу директора моего. Что-то какая-то ситуация сложилась, не помню, такая, что машины как бы типа для меня нету, надо ее подождать там или, ну, в общем, покупать, не помню. И я такой типа, окей, я и не против. Ну и вышло так, что этот апельсинчик стоял без толку. Я его потом со временем продал, когда уже стало понятно, что ездить мне на нем не придется. И там рабочая эта машина тоже никуда не... рабочая эта машина тоже мне не досталась, в конце концов. В общем, работал я без машины и прекрасно справлялся. Вплоть до того, что меня потом повысили до начальника отдела продаж, в общем.
все это я умудрялся делать без машины. Ну и выходит вот так всю жизнь. То есть там, когда я уже стал бизнесом заниматься, мне нужны были какие-то поездки по городу там за товаром или что-то еще. Меня отец выручал. У него как бы машина есть, и он уже пенсионер, и ему как бы приятно, он при деле. И я как бы не несу лишней там ответственности. Ну и вот так, если подумать глобально, как бы почему так вышло, я так понимаю, что у меня вот этот страх вождения, который обычно люди там в начале обучения, они его перерастают, проживают как бы, и дальше потом все у них нормально в этом плане, доходит до автоматизма, как езда на велосипеде там, да. У меня этот процесс не закончился, потому что я, ну, как-то вот так складывались обстоятельства, что постоянно или я находил подсознательно какие-то моменты, чтобы не идти дальше, да, в плане вождения, либо жизнь просто так сложилась моя, что, ну, как я вот говорю, такая ситуация, потом такая ситуация, то есть мне как бы не надо ездить, а я этого избегаю сам, не стремлюсь к этому. Вот и получилось, что я на этапе вот этого страха вождения, типа там, и замер. То есть сейчас я вообще не хочу водить, потому что, типа, зачем мне эта лишняя ответственность, этот геморрой, машину это обслуживай, там, покупай, заправляй, вот это все, короче, типа, лишние расходы, это пассив, а не актив в моем видении. И там, не дай бог что, короче, езжу я плохо, типа, там, чувствую себя неуверенно, нафига мне это цирк. С другой стороны, вроде есть очевидные плюсы у нее, там, хоть тот же дом на колесах, если взять мою страсть к бродяжничеству, да, то есть, ну, очевидный плюс вроде, покупай, живи себе в машине, хоть где угодно, едь хоть на край света, но, тем не менее, я как бы не думаю об этом. И вот как раз сейчас такая ситуация может сложиться, что я могу попробовать этот гештальт закрыть, все-таки, типа, отучиться заново на права, да еще как бы и бесплатно, типа, ну, если бы сказали мне, иди учись, вот там, плати столько, то я бы такой, да ну нафиг, типа, выкидывать здесь в Германии, это не маленькая сумма, и нет у меня настолько сильного желания. А вот так вот, типа, попробовать, может быть. Ну, такие мысли по этому поводу. Вот я иду в этой куртке, и у меня ощущение вот такое, я в футболке там под ней, получается, что как будто влажно рукам. И я так думаю, а может быть в ней мембрана вообще стоит, а не просто DVR? Потому как, ну, такое ощущение у меня было в мембранной куртке последний раз. То есть ты потеешь быстрее, чем она успевает отводить. И вот такое ощущение влаги там появляется. Странно для... Может быть просто ткань такая, это какой-то мелкий рипстоп, не знаю. Надо как-то проверить. Тут просто подкладка такая, через нее нифига не видно. То есть видно серый материал. Насколько он там обработан чем-то или нет, непонятно. Короче, надо проверить эту куртку. Может быть тут действительно какая-никакая мембрана. Ну, может, сейчас вот ливень лупанет, и я и все проверю.